Итак, друзья, всем привет! Я только что провел стрим из парка Буэнос-Айреса, но я не могу вас оставить без хорошей картинки. Так что меня как у той, знаете, этого самого собачки, которая за своим хвостом бесконечно бегает, так и я со съемками. Не могу я вас оставить с плохой картинкой. Стрим хороший, мне так кажется, все-таки вы все повидали, но картинка, я думаю, там ужасная. Так что все то, что мы видели в стриме, теперь мы посмотрим в хорошем качестве. Хорошо? Вот. Я не буду сильно повторяться в плане комментариев, но в плане того, какого качества показать вам немножко, чем занимаются люди в субботу в Буэнос-Айресе, я вам покажу. Здесь у нас находится планетарий. Здесь я оставил машину. Людей и там полно около планетария, там идут сейчас спектакли, а это парк Палермо, который я когда-то уже показывал, и даже не раз, потому что я часто хожу пешком по Буэнос-Айресу и показываю, бо я часто тут прохожу. Сейчас мы перебежим дорогу, бо тут нет пешеходного перехода, пока машины нас не догнали. И все. Но факт в том, что тогда, когда я раньше показывал, я имел другую камеру, снимал в другом разрешении, и не всегда была картинка интересная, смотрибельная, скажем так. То есть и тряска выносила мозг, и все остальное. Теперь же не один я приехал снимать, я вижу. Я ехал по пути домой и заехал сюда. Вот. Теперь же вы можете немножко рассмотреть более конкретно, в хорошем качестве. Вот. А то потом там со мной всегда начинают спорить, доказывать, что все не то ты показываешь, а потом сейчас начнут замылить, сказать, что ты замылил, там не видно было. Вот, так я вам покажу, чтобы было видно, чтобы вы смогли рассмотреть. Вот это, кстати, чего-то еще приехало с Синкоэне сюда снимать. С Синкоэне это канал Нотисия, то есть новостной канал, скажем так, 5-й на нашего телевидения. У них машина, камеру поставили, антенну, может тут все будет бегать какой-нибудь знаменитость пробежит или что-нибудь такого. Ну, чего-то же они приперлись. Вот. А может просто парк поснимать, будут передачи подключаются. Часто же в эфире, знаете, ведет передача, а потом говорит, включение с нашего мобиля, то есть включение с нашей машины выездной. Вот как сейчас в парке народ гуляет, и будут показывать. То есть, может, они ждут подключения, как бы здесь народ кушает. В основной своей массе у нас такие торговые точки очень даже популярные. Особенно в парке, где народ там готовит всякие чорики, вот тоже жарят. Вот смотрите, я там показал был чорики немножко, а теперь здесь. Вот что это? Мяско жарят, чорики жарят, гамбургеры и сосиски варят. Не буду мешать народу кушать. Вот. И сосиски это для хот-догов. Девочки занимаются катанием на роликах. Это мне говорили только что, я проводил стрим, говорят, не видно ваших девушек, чтобы найти себе невесту из-за вашего качества на телефоне. Вот и, значит, на этом качестве смотрите. Может, тут вы сможете найти что-нибудь. Вот, выбирайте себе спортсменку, невесту, чтобы потом можно было приехать и жить. А то вот все рассказывают, как попасть в Буэнос-Айрес, как вот замуж выходить, женитесь и будете. Вот вам южноамериканские невесты. Нормально? Так, хватит облизываться, идем дальше. Так, малыш будет что-то, что хочет, спрашивает его, там всякие леденцы, орешки и все такое. Смотрите. Я уж так прямо совсем в парк роз не пойду, потому что я уже там показал, что там роз пока нет, обрезали их, но нет. Так что мы немного, так сказать, прогуляемся в основной, но не будем целый час лазить по этому парку. Хотя, наверное, мы его просто возьмем и обойдем. Вот. Сейчас мы его просто обойдем, и таким образом все станет на свои места. Вы посмотрите много людей, вот, какие они, в чем они одеты, что они жуют, чем они занимаются.
а потом пересмотрите мой стрим, послушаете, так сказать, о чем мы там говорили, наложите на эту картинку, и все станет на свои места. Все у вас сразу, смотрите. Это в аренду такие вот коляски, велики. Говорили, в каких районах хорошо жить. Ну вот один из районов, где тоже более-менее нормально. Все это вот Палермо. Это вот этот район. Народ выходит здесь погулять. Тут я в стриме уже снимал. Не буду второй раз к этим пацанам подходить, начинать у них там снимать. Вы и так посмотрите. Вот чорики. Чорики я люблю. Чорики мне нравятся, а я сам их обожаю. Единственное, что сейчас я фигуру соблюдаю и, соответственно, не ем белого хлеба. А чорик, который здесь продается, он с белого хлеба. Соответственно, сами понимаете, для моей фигуры это вредно. А почему фигуру соблюдаю? Потому что скоро весна, скоро лето. Через месяц весна, потом лето. Как же мы потом не фигуристые на океане будем это самое показываться? Нам же надо быть это, как во всей Южной Америке, подтянутыми. Тут вон народ, видите, не перехаванный. Есть, конечно, некоторые, но это некоторые. Основная масса старается вон держать себя в форме. Гляньте на эту, которая катается. Видите? Прямо фигурное катание. Да я же бы так крутанулся пару раз на этой штуке или попробовал ногу на ролике поднять, наверное, от меня один мешок костей бы остался. А он, девочки, видите, ну, каждому свое. Может, я когда-то так мог, только не помню. Так, какие у нас кораблики? На том острове мы с вами гуляли только что в стриме. Ну там только гуси в основном. Но гусей мы и так посмотрим. Так что не обязательно сейчас идти гусей смотреть. Сейчас мы посмотрим на народ. Кто тут такой страшный ходит. То просто некоторые говорят, что они собираются сюда приехать, но боятся потом фоткаться на улице, а то вдруг у них это что-то не так будет, если они придут здесь пофоткаться. Так я их пытаюсь переубедить, но у меня всегда есть как бы оппозиционная партия, которая доказывает, что я не прав. Ну вот смотрите, да сами и решайте. А, только что мне говорили, ну это потому что на Палермо. Нет, не только потому что на Палермо, только что еще был в 3 районах. И все то же самое. Народ отдыхает. С утра я видел, где девочки танцуют под музыку. Здесь вот они тоже что-то пляшут. Ну, тем еще молодежь может заниматься в Буэнос-Айресе. Вот этим. ¿Por qué? ¿Por qué? Al revés, se puede. Algunos saben alguna palabra, ¿no? Gracias, chao. Так, это вам все про то же, как относятся аргентинцы к иностранцам. Только что узнали, что я по-русски, типа для русского канала снимаю.
как бы я русскоязычник. Так они вообще обрадовались. Он один говорит, а я, говорит, да, знаю слово «доброе утро». Ну, я, говорит, знаю несколько только слов, но все равно сразу у него проснулось то, что он хотел сказать про доброе утро. Вот, девушка вам улыбается. Вот, это же я же все-таки хочу же вам рассказать реальность жизни в Буэнос-Айресе. А не ту туфту, которую вы на турсайтах читаете. Смотрите. Не забудьте полайкать еще прошлые видео. Я думаю, что это будет уже одним из последних на сегодняшний день. Но у меня еще есть завтрашний день. Так что не вздумайте не подписаться. Иначе как вы узнаете, что будет завтра? И как вы все посмотрите? Если вы колокольчик не включите. Знаете, там есть такой нарисованный колокольчик, что если вы на него нажимаете, то вам будет приходить извещение о том, когда Леня поставил следующее видео. Ну что, нашли себе невесту или жениха? Смотрите, какие у нас тут крутые невесты и женихи есть. Вот вам ближайшие, как говорят, и самое быстрое стать аргентинцем. Получить аргентинское гражданство. То все же переживают, как получить аргентинское гражданство, как получить аргентинское гражданство. Вот вам есть куча аргентинцев, которые, если вы свяжете серьезно с ними свою жизнь, получите аргентинское гражданство и будете жить в Буэнос-Айресе, вот здесь на роликах кататься. Панчос по-нашему. По-вашему хот-дог. Одна из тоже вкусненьких штучек, которые в Аргентине полюбляют. То есть чорипаны, гамбургесы, панчосы. Все это народ полюбляет. Особенно если это в парках, при дорогах. Потому тут вот эти все торговые точки с зонтиками, потому что это народное и фастфуд. Покатили. Прямо движение, как на Нуэ-де-Хуле машин. Смотрите. Что на улицах заторы, что на воде. Вот это вот мостик, излюбленное место тоже для фотографий на Палермо, кто в этих парках отдыхает. А там много всегда молодежи, фотографируется, делает свои селфи, все вот это вот там очень много всегда такого. Кто хочет поспать всей семейкой, тоже расстилаете вот такую штуку, папа, мама и там ребенок еще ножками дрыгает. И просто отдыхаете, спите. Вон, там еще ноги малыша. Бабка принимает солнечные ванны. Не бабка, а женщина, смотрите, видите? Она пришла, открыла ноги, села и принимает солнечные ванны. Среди зимы. Ну что, на мостик пойдем, не пойдем, на мостик пойдем. То есть обходить всю прямо не будем, потому что там дальше будет то же самое. Пройдем через мостик, через парк Росс, который мы только что. То есть мы повторим, в принципе, почти, бо так сильно уж ходить не хочу, маршрут того места, где мы уже ходили. Просто я хочу, чтобы народ, которому это нравится, увидел это в хорошем качестве. Потому что так они как бы прошлись, но стрим, он телефонное качество это не очень хорошее. Так, коляску помогает женщине таскать. Так. Сейчас мы тоже отсюда снимем хотя бы на разные стороны этот парк с высоты. Смотрите, мы пришли оттуда.
На другую сторону сейчас посмотрим. Мне звонят, надо ответить. Так что выйдем отсюда и ответим на телефон. У нас на 15 лет любят девочкам устраивать праздник. Вот одна из таких. Мама ее нарядила и хочет поснимать. Видите? Красавица. Вот. Если снимает. Или просто, может, модель какая. Но, как правило, это вот 15 лет. Там меня уже спрашивают, где я, я как утром уехал, так все время и шляюсь по Буэнос-Айресу. Так, народ, смотрим. Вот это парк роз. Многие его уже знают, но сейчас зима, и сейчас розы как бы еще не распустились. Их только-только обрезали. Я уже рассказывал, что розы раздают, обрезают, и корешки раздают. Кто хочет себе посадить, тут бесплатно это раздается в сезон обрезки роз. Вот. Сейчас мы пойдем прямо так по центру, потому что камера захватывает широко, вы успеете все посмотреть, не обязательно каждую детальку тыкать. Вы и так все хорошо рассмотрите. Вот смотрите, вот это Росеталь называется, то есть парк роз. Но они пока вот все подрезаны и еще ничего нету. Так что, потому что у нас весна будет только через 1,5 месяца наступит. Пока что народ просто гуляет. Зима как-никак на дворе. Вот, отдыхает. И я вместе с ними. Вот. Так как мне этот парчик нравится, ну мне в принципе тут у нас почти, ну как, мало парков, которые не ухожены. Практически сейчас в Буэнос-Айресе таких парков еще особо и не найдешь. Даже самые маленькие районные парчики, которые там квартал на квартал, и те уже ухоженные, уже травку подрезают и все. То есть сейчас в Буэнос-Айресе практически все, можно сказать, парки ухоженные. То есть их пообгораживали, не живут у них уже там бомжи, ничего такого нет. То есть за всеми парками ухаживают. Так что нельзя сказать, что только вот он показывает Палермо, потому что просто Палермо, оно тут озера, тут большущий он, громадный, тут розы. Просто в него много тут статуй, архитектура красивая, деревья красивые, все такое. Так что потому и плюс он мне был просто по пути. Я ехал домой и остановился здесь, так как я перед этим ездил в центр снимать, а он мне по пути. Я остановился, да, я остановился. И другие мы показываем, куда мы ездим, и около нашего дома показываем. У нас все парки сейчас в Буэнос-Айресе ухоженные. Никто не лазит по газонам, не тырит гусей, не рвет траву, не топчет и не крадет розы. Если вы заметили, никто не прибегает, не тырит себе кустики. А кому надо, может прийти и бесплатно взять черенки, которые обрезаются, и посадить, если оно тебе надо. Вот так. Так что здесь довольно цивилизованно все. Надеюсь, вам нравится наша погодка. Я уже рассказывал в стриме, но может никто стрим не будет смотреть, потому что стрим не такое дело. На этой неделе у нас предполагается от сегодня и на неделю вперед, больше прогноза нету пока. Предполагается где-то до 21 днем тепла и до 10 ночью. То есть вот это температура Буэнос-Айреса. И вот такая вот погода. Такая. Смотрите. Надеюсь, картинка вам понравится. Так что сейчас пройдем по центру здесь. Выйдем, пойдем к машине. Тут куча фонтанчиков, памятников, беседок всевозможных, островков, где можно отдохнуть, пофотографироваться, погулять. Ой, я не знаю, миллион раз, наверное, показал, но все равно. У нас, кстати, во многих местах есть вот такие деревья крутые. Я не знаю, как она называется, но посмотрите,
какая крона. Вот. Это одно дерево. Видите? Это одно дерево. Натуральные. И такие есть и в центре, около Конгресса, и здесь, и на Риколете. Полно таких деревьев в Буэнос-Айресе. Таких огроменных. Если оно совсем уже начинает валиться, как, допустим, около этого самого, то им подпорки под ветки ставят. Вот, допустим, на Риколете там ставят подпорки под ветки. Поделали специальные из металла, все такие крутые подпорки, чтобы ветка уже от своего веса не поломалась. То есть у нас любят природу и стараются, в всяком случае, к ней относиться нормально. Вот. Так мы сегодня гуляем. Сегодня я без маски хожу сейчас, в данный момент, по одной простой причине. Что хочу, чтобы меня было слышно. Иначе, если я на себя надену маску, хотя по-нормальному надо бы одевать, то будет одно бульканье за той маской. То есть я не смогу вам ничего рассказать. Вот. А хотелось бы немножко показать, рассказать все-таки, чтобы люди, которым нравится Аргентина и Буэнос-Айрес, смогли получить удовлетворение. А так вот видите, народ, дети, все в масках. Вон ребенок в красном, видите, раз одел маску, пошел дальше. Эти фонтаны бегают, смотрят. Кто тут гулял, можно будет посмотреть, вспомнить, как это все выглядит. Так, это же мы, по-моему, с Леной здесь тоже ходили, гуляли, так что она все время наши видео смотрит. Приветик ей. Какая Лена, какая знает. Вот. И заодно посмотрит, как здесь сейчас. Хочется уже в Аргентину или нет? А ну-ка напиши. No se puede andar acá. Es para caminar un poquito. Так, я скоро ухлопаю за сегодняшний день все свои батарейки, которые для камеры. А заряжать надо будет уже их дома, не буду я уже солнечные батареи доставать, на спину вешать. Так что, ребятки, смотрим, сколько смотрим, бо у меня осталась одна батарейка. Я уже просто ухайдохал сегодня кучу батареек. Я в смысле, что я же их заряжаю, у меня их, конечно, много. Но все равно я их много и снимаю сегодня. Вот там парк, еще как. Тут вообще много парков. То есть, если мы перейдем в ту сторону, там будет парк Хапанес, то есть японский парк. Если мы поедем дальше по маршруту, там будет еще куча парков, которые мы показывали. То есть Буэнос-Айрес довольно зеленый город. Даже когда некоторые всегда, вот город, это же типа не, ну, как бы не природа, не то, не сё, нет воздуха. Нет, у нас чего-чего, парков в Буэнос-Айресе хватает. И вдоль некоторых авенид парк за парком. Потому народу есть куда выйти погулять немного. А остальные, кто не хочет в парках гулять, просто берут, садятся на машину, доедут куда-нибудь. Это тоже не проблема. Вот. Выехать за город, поехать куда-то погулять.
Вон женихи катаются на досках, тренируются равновесие держать. Видите? Кто хочет, ходит, кто хочет на роликах, кто хочет на досках, на велосипедах, кто хочет просто валяется вон на дороге. Ну не на дороге, а на этом самом, на газончиках. Еще городское правительство организовало, я так понял, там велосипедные, как говорят, просто чтобы велосипеды для детей, чтобы дети брали и катались, ну бесплатно там, учились кататься, скажем так. Потому что я же рассказывал, что были у нас такие, назывались стасион салюдаблы, то есть палатка, в которой вам померяют давление, померяют сахар, расскажут о вашей, какую диету вам придерживаться и все такое. И, соответственно, это все бесплатно. Там от города врачи сидели и рассказывали. Но теперь, в связи с тем, что наступила эта пандемия, все-таки палатки закрыли. То есть они не работают так, как я рассказываю, как работали раньше. В моих старых видео можно посмотреть. Но за то, чтобы хоть как-то поддерживать какой-то, активность, что ли, и все такое, то они пооткрывали около этих палаток такой велики, пускай дети берут и катаются, и учатся кататься. И инструкторы, которые их учат катать. Вот, девушки на досках. Выбирайте невест. Не хлопайте ушами. А то потом плачутся. Как попасть в Аргентину? Как попасть в Аргентину? Подсказываешь, намекаешь. Не доходит. Постоим, посмотрим. Может, до кого дойдет. Попугаи не дают покоя. Кричат и кричат. Вот это вот крик такой на деревьях. Это от попугаев зеленых. Они у нас вместо воробьев, эти попугаи. Вот то, что я говорю, детей учат кататься. Видите? Бесплатные курсы обкатки великов для учиться покататься. Вот написано. Dejatus Reditas. Вот, и аниматоры в этих самых, они в этих разрисованных картинками. Вот, видите, показывает, рассказал как, что, мама побежала, сзади каску дали, на велик посадили, попихнули и вперед учить кататься. Вот второй аниматор бегает. Практикуйтесь. Вот вам бесплатные курсы учебные по велику для детей. Вон велики еще валяются, каждому дали по велику и вперед. Потому что потом вот на бесплатных великах, видите, можно взять в городе их кататься, а ты не умеешь. Вон, если я сейчас через дорогу посмотрите хорошо, то вон там, вон как раз берут велики бесплатные. Вон там остановка вот эта, где они прицепленные. Некоторые, по-моему, там надо оплатить, некоторые говорят бесплатные. Я сам на них не катаюсь, так что не знаю. Но все равно, раньше были все бесплатные, теперь, по-моему, там что-то по времени зависит. Ну, не знаю. Ну, вон они. У нас в городе полно этих вот станций, где стоят эти велики от правительства города Буэнос-Айрес. Поделали же везде велосипедные дорожки. Теперь куда ни плюнь, велосипедная дорожка. И везде велики. Вот вам велосипедная дорожка. Видите?
То есть я же говорю, куда ни плюнь, везде велосипедные дорожки теперь у нас. Вот. Там нарисован велик, куда надо ехать на велике. По той дорожке туда, по этой сюда. Видите, везде. Весь Буэнос-Айрес в этих дорожках. Все. Вернулись мы до этого самого, до обсерватории нашей. И пойду я к машине. Честно скажу, я уже немного устал. У меня уже голос такой, трохи уставший. По одной простой причине, что я уже сегодня целое утро с камерой хожу за фастфудом. Так как я и говорил, у нас очень народ любит фастфуд. За фастфудом стоят. Вот там снова велосипедные дорожки. Куда ни плюнь. Так. Этот продает свои домашние пирожки. Посвистывает, вот у него чуррос и всякие рогалики. Очень даже вкусненькие, сладкие, но это все откладывается в жировую прослойку. Так, как здесь? Вот он. То есть народ вообще на природе сидит вовсю. Отдыхает, приходит, раскладывается, кока-кола, другая соуса или маты, или кто там что, чипсы и отдых. Пикники. Вылазка, пикник. Смотрите, пикники прямо на природе. Я уже топаю к этому, к машине своей. Уже поеду. Я вам показал это все, тем более я уже второй раз по этому маршруту прошелся. Один раз с трансляцией и второй раз просто так. Планетарию. Это. Планетарий. Наш вот этого. Все. Надеюсь, я уже и себя утомил, не то что вас. Так что надеюсь, всем понравилось. Все смогли рассмотреть все, что захотели. Если что-то не успели посмотреть, перематывайте видео обратно и ищите этот кусок и смотрите снова. Вот. Не забудьте лайкать и колокольчики включать, потому что без колокольчика нету новостей. Вы это знали или нет? Колокольчик — это такой рисуночек такой. Нажимаете на него, и тогда вам будут приходить все последние новости от дяди Лени. Понятно? Понятно. Пока.